Может, и к вам. Ой, я побежал. Ну, это, конечно, мало. Там мы взяли еще почему-то кошачий корм вместо собачьего. Привет, вот какие у него уши. Ты зачем пугаешь людей? Здравствуй. Такой маленький. Побежал куда-то, смотри. Как твои дела? Давай, расскажи. Всем привет. Вы находитесь на канале Кости и животные, в котором я рассказываю про жизнь уличных животных вокруг меня. Сейчас я в Батуми живу, и здесь очень много собак, конечно. Собак, вот одна из них бежит рядом. Вот, привет. Сегодняшний выпуск про жизнь уличных животных в непогоду. Вот сейчас мы идем под зонтом, идет дождь, и дождь идет уже неделю, даже больше недели. Ветра, очень холодно сейчас. Ну как холодно, 6-8 градусов. Но все равно неприятно. И в такую погоду вообще не хочется выходить из дома. А кто-то живет на улице, представляете, им даже некуда выходить. И им нужно что-то есть. Собаки, конечно, уличные, всегда надо что-то покушать. Но им очень сложно, вдвойне сложнее, если же их не подкармливают простые прохожие, не безразличные люди, которые... А есть некоторые люди, которые прям с утра выходят, берут с собой побольше еды и подкармливают животных. Не всегда хочется выходить на улицу в такую погоду. А вот и первый гость на аллее героев. Привет. Как тебя зовут? Смотрите. Он никого не видел сегодня, похоже, весь день. Он очень рад нас видеть. Да. Ты хочешь кушать? Вот в дождь особенно мало людей, поэтому он очень-очень рад нас видеть. Если мы сейчас пойдем, смотрите, он за нами, конечно, пойдет. Все, за нами увязался и сейчас будет нас сопровождать несколько минут. Да? Вот у них шерсть намокает, смотрите, намокает шерсть, да, ему все равно. Это кошки прячутся, да? А собаки нет. Собаки ничего не боятся. Ему очень важно, чтобы с ним пообщались, чтобы его погладили, чтобы обратили просто внимание, да просто чтобы посмотрели. И вот смотрите, нога много идет. И сейчас побыстрее пойду, например, он пойдет так же быстро. В теплую солнечную погоду на набережной Батуми, вот где сейчас мы гуляем, обычно очень много людей ходит, отдыхающих, и вообще люди есть на улицах. А вот смотрите, как сейчас выглядит набережная. Туда никого. Туда вот один человек пошел, вообще никого нет. И здесь тоже никто не ходит по тропинкам, вообще никого нет. Все как будто бы замерло. Сейчас самый не сезон в Батуми. И вот именно в такую погоду просто необходимо уличных животных подкармливать, выходить и что-нибудь им давать. Им особенно требуется еда. Но также им требуется, конечно, внимание. Даже если вы просто гуляете, кого-то увидите, собаки, ну просто уделите внимание, посмотрите на нее, пообщайтесь с ней. Будет очень приятно собакам. И они от вас, скорее всего, не отстанут в ближайшие минут 20-30. Ну и, безусловно, для вас тоже есть огромная польза. Это выйти прогуляться, это плюс к своему здоровью. Ну и общение с животными – это всегда хорошее настроение, это всегда такой заряд положительных эмоций. Поэтому здесь хорошо не только для животных, если вы выйдете их покормите и проведете с ними время, но и для вас определенно. А вот эта собака уже с биркой. Смотрите. Чихает. Ты чего чихаешь? Тоже под дождем и абсолютно ничего не боится, просто гуляет. Метит территорию, конечно. Как же без этого? Эй, ты куда побежала? Это наше сопровождение. Смотрите, здесь кормят собак. Вот добрые люди, о чем я и говорю. То, что очень важно в такую погоду подкармливать собак. Они голодные, смотрите, они прям на лету схватывают. Здорово. Вот и пошел дальше. У него в кармане много еды, я чувствую. И я думаю, что он не себе эту еду взял, а для собак именно. Вот, все. Теперь собаки довольны. Дальше его будут сопровождать в течение, наверное, всего дня. Как это приятно вообще. Просто вот видя такое,
понимаешь, как много добрых людей, и ведь эти люди — это пример для своих детей, вот они идут, с ними дети, и ты понимаешь, какие это вырастут люди, какое-то поколение. Да, это воспитание очень важно, конечно. Я думаю, что в любой стране есть и добрые люди, и не очень добрые, и равнодушные, но хочется, чтобы вот добрых людей было побольше, поэтому я надеюсь, что мои видео как-то заставят задуматься людей о том, чтобы побольше времени уделять животным бездомным. А еще я хотел бы вспомнить времена COVID-19. Вы помните, да, вирус? Были времена, когда вообще нельзя было выходить на улицу без каких-то определенных причин. И очень много новостей. Мы слышали то, что страдают уличные бездомные животные и даже птицы. Представляете? Если много людей одновременно не выходят на улицы, очень страдают бездомные животные и даже птицы. Ну, было даже замечено, что уменьшается численность голубей. И создавали специальные организации волонтерские, чтобы они выходили даже во времена эпидемии и кормили птиц. Этот факт вот как-то у меня отложился в памяти. Я думаю, что очень важно об этом помнить. Еще одна собачка, привет. Ты хочешь кушать? Эй, пойдем я тебя покормлю чем-нибудь. Ну-ка, понравится ли тебе? Ну, это обычный сухой корм, это не дримис, это обычный собачий корм. Сразу налетел, да? На, Смотрите, как накинулся. Это очень голодный пес. Вот о чем я и говорю, то что в холодную погоду, в непогоду, когда людей очень мало, когда, посмотрите, пустынная набережная, собакам очень важно кушать. Они ведь тоже кушать хотят, как минимум несколько раз в день. Вот, и чем больше их подкармливают люди, тем им проще. Он такой худенький, хотя все собаки батумские толстенькие, но вот ждет еще. Ну, осталось немного, отдадим ему все, что ли? Давай, да, насыпай. Это же очень голодный песик, поэтому я думаю... Ну, это, конечно, мало. Это мы взяли еще почему-то кошачий корм вместо собачьего. С удовольствием накинулся. Что, отдаю тебе последний, друг. Больше ничего нет. Последний, прям Прям смотри. залез носом своим, мокрым носом своим. Кошачью еду наярил. Ну, кошачий, не кошачий, собачий, я думаю, разницы большой нет в составе. Ему просто очень... Посмотрите, как он мохнатый. Это все шерсть. Шерсть, мокрая шерсть. И пошел дальше искать еду. Мы решили прогуляться до моря. Оно сегодня такое бушующее, шторм, я смотрю. И собака с нами. Это Черное море. Батуми находится на берегу его. И в такую непогоду, конечно, оно особенно прекрасно своим настроением. А тебе страшно, да? Скажите, какое море, давайте еду. Вот мы уже несколько минут идем и не обращаем даже внимания на этого песика, а он с нами. Если один раз его покормить и просто пообщаться, посмотреть даже в глаза ему, он уже будет с нами, он такой верный друг, потому что больше никого, кроме нас, нет, кто бы обратил на него внимание, еще и покормил. Это очень благодарные животные, вот этим мне и нравится, они очень искренние и благодарные. И иногда животные гораздо лучше людей. Я кого-то заметил. Вы еще не видите? Вот она! Привет! Это знаменитая собака, мы ее называем Добби. Привет! Вот какие у нее уши. Ты зачем пугаешь людей? Иди сюда. Ты тоже здесь. Кто не знает, что это за собака, напишите в комментарии. Я вам про нее немного расскажу. Она постоянно обитает здесь, около вот этого здания ЖК Магнолия. И она очень классная, она такая вся тактильная, да? С ушами вертолетами. Ты хочешь кушать? Скажи, что
Мне кажется, Добби вообще никогда не голодная. А он всегда голодный, да? Как так? Съела? А, нет, тоже есть. Да? Давай, давай. В такую погоду они сидят все, что хочешь, потому что это надо. Это очень надо для того, чтобы согреться, просто чтобы чувствовать. Ну, представляете, вот намокнете в такую погоду, и у вас эта вся вода, она вас еще больше охлаждает. Ну, конечно, организм у собак немного другой, но все равно им холодно, поверьте. Ты прям вообще готов все съесть. Добби тоже не отстает. Мы сегодня маловато взяли еды. Мы рассчитывали, что их так много будет. В следующий раз надо взять побольше. Вы кого-нибудь здесь видите? Ха-ха-ха-ха-ха. Около этой пальмы уютно устроился такой песик. Тебе есть тепло? Хорошо, так смотрите, да? Дождь на него не попадает. Ну и очень уютно, прям на земельке устроился. На улице города Батуми очень много будок установлено. Их ставят, насколько я знаю, государство. И прям это очень круто и очень приятно, что следят власти Грузии за жизнью, за комфортом уличных животных. Здесь, правда, никого я не вижу. Ну, наверное, еще кто-нибудь придет. Ну вот, собачка как раз пришла. Еще одна собачка, посмотрите. Она лежит прямо около магазина. Привет. На коврике. А эту собаку уже знают очень многие. Это легендарная собака, знаменитая собака Батуми. Кто ее узнал, напишите в комментарии. Я специально не буду называть, как ее зовут, ее кличку. Она в своей будке, смотрите, с видеонаблюдением, с персональной чесалкой. Ее можно чесать такой вот расческой специальной. Угу. Свой собственный инстаграм. Классно же. Ты хорошо живешь. А еще у меня на канале есть короткие видео, их очень много, именно вот про эту собаку. Так что заходите на мой канал, смотрите. Очень интересно, очень живое общение проходит в комментариях. Присоединяйтесь. Может, так к вам? Ой, я побежал. Она охраняет свою будку от других собак. Вот незваный гость хотел сюда подойти. Ты охраняешь, да, свой дом? Выглядывает так смешно. Смотрите, наш верный спутник, который нас сопровождает везде и всегда, нашел картофель фри и кушает. Вот так находят бездомные животные что-то поесть, поедят и дальше пойдут. Встретили еще одного хвоста. Здравствуй. Такой маленький. Побежал куда-то, смотри. Ты куда побежал? Как твои дела? Давай, расскажи. Он сидит около магазина, вот около этого. И, наверное, ждет, когда ему что-то дадут. Принесут, да? Такой мохнатый весь. С сединой. Красивый песик. В этом выпуске я вам показал лишь часть животных, которых мы встретили буквально за 40 минут прогулки по дождливому Батуми. Если вам понравился такой выпуск, поставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что у меня сейчас будут выходить регулярные видео, 1-2 в неделю точно. Я вам расскажу про уличных животных в Батуми, про бездомных животных, как им можно помочь, как люди им помогают. В общем, будет очень интересно.